Добрый день, друзья! Мы на канале Авточайники продолжаем строить Lamborghini. Сегодня вы увидите изготовление корпуса нашей ламбы. Всем приятного просмотра, а вы не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк. В прошлом видео, ссылку вы найдете в описании, мы показали, как изготовить бумажные полигоны. А сейчас мы будем изготавливать эти же полигоны, но уже с фанерой. После склеивания бумажной модели мы переносим полигоны на фанеру и вырезаем уже с фанеры наши полигоны. Для лучшей деталировки переднего и заднего бампера наши сечения бамперов были сделаны по 5 см. Ширина Lamborghini почти 2 метра. Нетрудно подсчитать, что полигонов переднего бампера нужно 40 штук. Если бумажных нужно было всего 20 штук и зеркально можно было перенести на фанеру, то фанерных моделей нужно было делать все. В итоге вырезали 40 полигонов переднего бампера и 40 полигонов заднего бампера. Вырезать лобзиком каждую модель отдельно не очень сложно, но занимает какое-то время. Слаживаем полигоны отдельно, передний бампер и задний бампер отдельно. При этом не забываем номеровать модели, а то много времени уходит на поиск подходящей модели. Склеиваем модели через кусочки пенопласта. Вы сейчас видите модели заднего бампера. Так как сначала не маркировали наши модели, склеивание больше походило на поиски пазла подходящей сейчас модели. Больше мы такой ошибки не допускали. Я надеюсь, вы уже поставили лайк под этим видео и подписались на наш канал и нажали на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео и узнать, как получилась наша ламба. Как вы видите, теперь мы маркируем наши модели до вырезания. Вырезание моделей полиагоналей занимает очень много времени. Перенос 80 моделей переднего и заднего бампера на фанеру заняло примерно 2 часа, а чтобы вырезать, понадобилось 4 дня. При этом при переносе мы старались как можно экономнее использовать дорогую фанеру. Также экономия фанеры замедлила вырезание наших моделей. Для работы лобзиком не нужны были никакие особые навыки, но руки сильно уставали. Поэтому для того, чтобы обрезать, мы приглашали всех своих друзей, которым было интересно, во-первых, посмотреть на изготовление Lamborghini, а во-вторых, хоть как-то или чем-то помочь. Вырезали из фанеры с самого раннего утра до поздней ночи. И это лишь передний и задний бампер. А нам предстояло сделать всю Lamborghini, вернее, весь ее корпус. Но мы не расстраивались. Мы хотели как можно быстрее закончить с этим этапом. Хотя до заканчивания с этим этапом было еще очень много времени, так как нужно было склеить, а потом и залить пеной наши модели. Чтобы сэкономить время, да и дорогую фанеру, мы решили делать полиагонали не каждые 5 см, а каждые 10 см. Мы подсчитали, что на это уйдет на треть меньше времени. При этом пена будет ложиться тоже непонятно как, так как пространство в 5 см, она вела себя неоднозначно. А как она будет ложиться в пространстве между 10 сантиметрами, можно будет посмотреть в следующем видео. Поэтому мы решили заполнять эти 10 сантиметров пенопластом, а после этого уже налаживать монтажную пену. Так можно будет спокойно срезать монтажную пену, и монтажная пена будет ложиться на какую-то основу. Куски фанеры, бумажные полиагонали, кусочки монтажной пены превратили наш гараж опять в мусорник. И мы прекрасно понимали, что придется очень много убирать после того, как мы закончим корпус нашей Lamborghini.
За 4 дня вырезали бампера, склеили и начали готовиться к заполнению монтажной пеной пространства между полиагоналями. Ну раз вы уже поставили лайк, подписались на наш канал, поставили колокольчик, значит мы продолжаем. Неожиданно повела себя монтажная пена. Даже маленькие порции пены никак не расширялись, и мы добавляли пену больше, и в какой-то момент она начала резко расширяться. Это было волнообразно, и чтобы не разорвало всю нашу модель, мы решили обмотать скотчем весь бампер. Заполняли пеной постепенно, поэтому это заняло очень много времени. Весь процесс от вырезания из фанеры полиагоналей, склеивания, заполнения пеной занял у нас порядка 3 недель. И это только передний и задний бампер. Вся машина, я думаю, займет порядка несколько месяцев. Также мы заметили, что монтажная пена разных производителей по-разному себя ведет. Также на монтажную пену влияет температура, влажность окружающей среды и еще какие-то факторы, которые мы до сих пор не понимаем. Почему одна и та же монтажная пена то расширяется, то не расширяется, то расширяется очень сильно. Монтажная пена не самый лучший материал, чтобы держать гараж в чистоте. Она постоянно прилипала к рукам, к одежде. Ее кусочки небольшие, падали на пол, потом сильно расширялись, получались огромные слитки этой пены. Передний бампер мы 4 раза перевязывали скотчем, чтобы сохранить первоначальный вид нашей модели. До обрезания наша модель была похожа на снежный ком, который слепил неумелый архитектор. Можно сказать, слепил ребенок. Но мы знаем, что нашими ограничителями при уборке лишней монтажной пены будут наши полиагонали, которые мы изготовили из фанеры. На следующий день пена застыла, и мы начали срезать лишнюю пену до фанеры. Это было нетрудно, и мы справились за 1 день. Результат получился обнадеживающий. После монтажной пены нужно было ее обрезать, после этого зашпаклевать и привести до внешнего вида настоящей Lamborghini. Но это уже совершенно другая история. В следующей части вы увидите изготовление отсека двигателя Lamborghini. Чтобы не пропустить новые видео, подписываемся, нажимаем на колокольчик и, конечно же, ставим лайк этому видео.